Было ли у вас когда-нибудь чувство крика? В пустоту, вкладывая все свое сердце и душу. В том, что ты делаешь, только чтобы осознать, что никто, кажется, не замечает и не заботится. Это знакомое чувство для многих из мы — тихая борьба, которая находит отклик в пустых пространствах нашей занятой жизни. Однако я хочу вам сказать, что это не знаменует конец твоей истории, и быть забытым — это не. Это твоя судьба. Сегодня мы собираемся изучить искусство быть незабываемым. Не только остаться незамеченным, но и выделиться в самой загруженной комнате. Мы говорим о реальных и достижимых шагах. Не только о том, чтобы чувствовать себя хорошо о себе. Если вы чувствуете себя брошенным в личной жизни, недооценен на работе или ты здесь, ищите способы улучшить свои отношения. Это видео для вас. Остаться со мной, когда мы отправимся вместе в этом путешествии до конца. Я обещаю вам, что вы не только почувствуете признание. Стратегия одного – станьте загадочным. Но будьте готовы убедиться, что это не так. Они забывают тебя. Быть загадочным – это не значит хранить секреты, но раскрывать свою глубину постепенно, позволяя другим открывать слои вашей личности. Как сказал Марк Аурелия, тот, кто не знает, мир не знает, где он находится. Вместо этого сосредоточьтесь на настоящем моменте. Раскрыть все свои прошлые планы или будущее в то же время создает интригующее пространство, чтобы другие могли изучить и лучше понять, кто ты. Важно больше слушать, чем говорить. Будучи более избирательным в том, чем вы делитесь, ты становишься загадкой и воодушевляешь других. Другие должны быть более открытыми и доступными. Помните, что молчание — это язык Божий, как сказал Руми. Разрешайте паузы и молчание наполнить смыслом, сделав свои слова еще более впечатляющие. Короче говоря, чтобы стать загадочным, необходимо постепенное самораскрытие, слушая больше, чем что говорит, примите молчание, будьте терпеливы и стратегически поделитесь своими историями и опыт. Это не только сделает вас более интригующим, но и что также улучшает качество и глубину ваших отношений. Стратегия 2. Создайте страх потерять себя. Суть этой стратегии заключается в признании и проецировать свою собственную ценность. Как советовал Марк Аврелий, имейте власть о твоих мыслях, а не о событиях. Внешний. Когда вы поймете и оцените свою ценность, остальные тоже. Воплощайте независимость и самостоятельность. Делает вас более привлекательными, поскольку люди, они понимают, что ваше присутствие в их жизни – это не по необходимости, а по выбору. Продемонстрируйте, что ваше эмоциональное благополучие не зависит только от других, верь в других. Тонкий, но мощный страх потери. Лети высоко, движимый страстями и мечтами. Делает страх потерять это присутствие таким яркий, более выражен. Короче говоря, создание страха потерять себя включает в себя самопознание, эмоциональная независимость и жить вдохновляющей жизнью. Пусть ваша независимость и самодостаточность быть очевидным в том, как вы живете жизнь, сообщая ее ценность не только словами, но через ваши действия и выбор. Стратегия 3. Создайте свое собственное счастье. Марко Аурелия подчеркнул, что счастье ваша жизнь зависит от качества ваших мыслей. Очень важно развивать позитивные мысли. Создать свое счастье. Настоящее счастье заключается в наслаждении. Настоящее – цените текущий момент, а не постоянно искать счастье в достижениях, фьючерсы или внешние проверки. Мы не можем выбирать обстоятельства.
внешнее, но мы всегда можем выбрать, как мы отвечаем им. Выберите позитивный и активный ответ. Он вносит свой вклад во все, что преподносит ему жизнь. К самостоятельному счастью. Сформулируйте четкие и определенные цели, которые обеспечат. Направление и цель также имеют основополагающее значение. Культивировать счастье. Короче говоря, создание собственного счастья включает в себя. Думайте позитивно, живите моментом, реагируйте. Активное участие в личностном росте. Самооценка, постановка целей и достижения. Ясное ощущение цели. Это активное путешествие, в котором вы являетесь архитектором своей радости, излучая позитив в каждом аспекте вашей жизни. Стратегия 4. Будьте ценными. Позвольте им инвестировать в вас. Маркус Аурелия однажды заявил, что страх – это должна быть не смерть, а страх перед. Никогда не начинай жить. Это подчеркивает важность признания вашего собственную ценность, потому что, когда вы цените себя, другие признают вашу внутреннюю значимость. Самосознание имеет решающее значение для поощрения. Другие узнают вас и вложат в вас деньги. Как советует Сенека. Сенека также отмечал, что человек, который он не знает, куда идет, не найдет попутного ветра. Это относится к принципу понимания. Ясно его значение и направление. Знание своей ценности устанавливает стандарт, чтобы другие ценили вас и вкладывали в вас деньги. Как заявил Епичтитр. Епичтитр подтвердил, что ни один мужчина не является по-настоящему бесплатно, если у вас нет самого себя. В контексте ценности это подчеркивает контроль над своим самовосприятием и тем, как вы позволяете другим относиться к вам. Подтвердите свою ценность и независимость, ясно давая это понять, что вас нельзя недооценивать. Ты родился с потенциалом, добротой, уверенностью. Идеалы и мечты. Осознайте и примите свои уникальные качества. Делает его естественно ценным. И в кого другие могут инвестировать. Как предлагает Хаферс, оставаться рядом с. То, что делает вас счастливым, предполагает принятие вашей индивидуальности. И что делает вас уникальным? Джим Ронс заявил, что жизнь не становится лучше от шанс, а через изменения. Стать ценным и достойным человеком. Инвестиции требуют личностного роста и постоянное личное совершенствование. Брайан Трейси подчеркнул, что успешные люди, они ищут возможности помочь другим. Пока неуспешные люди задаются вопросом, какие выгоды они от этого получают. Это подчеркивает важность наличия целей. Что они не только эгоцентричны, но и рассмотреть ценность, которую можно внести другим. Короче говоря, будьте ценны и позволяйте другим. Инвестирование в себя предполагает понимание и подтверждение. Ваша ценность – наличие личных целей и направлений. Ясно, примите свою индивидуальность и ищите постоянный личностный рост. Это делает его солидным человеком. Естественно, привлекательный для инвестиций. Эмоциональный, интеллектуальный и реляционный. Других. Стратегия 4. Будьте ценными, позвольте им инвестировать в тебе. Такой подход не только приводит к более удовлетворяющая идентичность, но и развивать более значимые отношения. 5. Сохраняйте свою независимость. Как заявил Марко Аурелия, который живет в гармонии с собой, живет в гармонии с Вселенной. Сохраняйте свою индивидуальность и свой личный путь. Это важно даже в отношениях. Речь идет о поиске баланса, чтобы твоя жизнь не полностью определяется. Чужие слова. Если вы хотите, чтобы вас любили, это резонирует с идеей любви к себе и заботы о себе.
Любовь и оценка себя создают. Стандарт обращения с другими избегая. Потерять личность в поисках, чтобы доставить удовольствие другим. Учение Руми призывает не быть удовлетворенным рассказами других, а раскрывать сам миф. Это подчеркивает важность создания и жизни. Ваше собственное повествование, сосредоточенное на вашем пути. И личное путешествие, сохраняя свою независимость и личную свободу. Избегать чрезмерной зависимости от остальные. Это жизненно важно в отношениях, как подчеркивается Руми. Не позволяй другому человеку стать в центре вашей жизни, как сказал Брайан Трейси. Фокус должен быть на том, чтобы быть лучшим версию себя, способствуя другие через рост и успех. Персонал. Короче говоря, не заставляйте другого человека быть центр вашей жизни. Развивайте свою индивидуальность, стремитесь к росту. Личное, сохраняйте свою свободу и независимость. Любите себя и инвестируйте в себя, создайте свой собственные цели и создать свой собственный путь в жизнь. Такой подход не только приводит к более полное и автономное существование, но это также обогащает отношения с другим, обеспечивая более сильное и развитое «я». К взаимодействию. В первую очередь расставьте приоритеты в своих потребностях. По словам Маркуса Аурелия, страдания вызвали чем-то внешним, не исходящим от объектов. Да, но из интерпретации получается, которые можно отозвать в любой момент. Это подчеркивает важность сохранения вашего мир и благополучия, признавая, что ваша реакция перед лицом внешних событий все под вашим контролем. Сенека полагает, что хорошо прожитая жизнь, если оно достаточно длинное, это является результатом. Расставьте приоритеты в потребностях, позаботьтесь о себе и живите достоверно, не подчиняясь только, пожалуйста, другим. Представление эпических философов, которое мы имеем. Два уха и один рот подчеркивают важность слушать свой внутренний голос, расставляя приоритеты. Потребности. Качество того, что вы любите, по мнению. Философия вдохновляет вас следовать своим увлечениям. Личный. Сохраняйте свою независимость, как предлагает стратегия 5 выходит за рамки поиска подтверждения. Внешний и включает в себя путь самопознания. И найти радость в собственном существовании. Джим Рон уделяет особое внимание уходу за телом. Единственное место для жизни, подходящее для всех. Аспекты ухода за собой, выходящие за рамки. Помимо эмоционального благополучия, включая физическое и психическое здоровье. Брайан Трейси советует говорить «нет» вещам, которые не имеют никакой ценности в вашей жизни онлайн. С идеей расстановки приоритетов собственных потребностей. И установить выгодные лимиты для личностный рост. Постоянное размышление о необходимости вашего присутствия, как предлагает Марк Аурелия, применимо к стратегии 7. Не всегда быть доступным – это выбор. Осознанно ценить время и обеспечивать. Это значимо и ценно. Цитата Джима Роума о времени. «Ценнее денег» подчеркивает важность эффективно управлять временем, будучи. Выберите доступность для согласовывать действия с приоритетами. Не всегда быть доступным – это способ сосредоточиться на личных целях, избегая рассеивания из-за боязни не угодить остальные. Короче говоря, сначала расставьте приоритеты в своих потребностях. Это предполагает понимание и оценку себя. Слушайте свой внутренний голос, ищите радость в самопознании и заботе о себе. Всесторонний. Установите ограничения, соответствующие ценностям. И личные цели имеют важное значение для
Сбалансированная и подлинная жизнь, позволяющая силовые взаимодействия, уважение к себе. Не всегда быть доступным – это выбор. Сознательный, ценю время и концентрацию. В моменты, которые действительно имеют значение. Обогатить свою жизнь и жизнь других. Диалоги о балансе, 8 размышлений. Марк Аврелий однажды предупредил, что все то, что мы слышим, это мнение, а не факт. И все, что мы видим, это перспектива, нет. Правда. Это становится важным в общении, где не всегда быть инициатором может способствовать. Баланс точек зрения в отношениях. Такой подход позволяет обеспечить более справедливый обмен, где обе стороны вносят равный вклад. По мудрости Сенеки часто мы больше напуганы, чем ранены, и мы страдаем больше воображением, чем реальностью. Это подчеркивает страх не получить взаимности, что может быть более печальным, чем опыт настоящий. Отказ от взаимодействия дает другому человеку возможность выразить свое. Интерес – ценная часть общения. Идея о том, что молчание – это язык Бога, как выразился Руми, предполагает, что молчание в общении может быть мощным, позволяя ему развиваться. Более глубокая и значимая связь. Бегство к тишине может означать: иногда сделай шаг назад и позволь им. Другие выражают себя, облегчая отношения. Более сбалансированным и взаимным. Джим Рон подчеркивает, что эффективность коммуникации – это 20% того, что вы знаете, и 80% того, что вы чувствуете. О том, что ты знаешь. Управляйте динамикой общения. И вовлеченные чувства имеют решающее значение. Брайан Трейси советует стать парнем лидера, за которым люди охотно последуют. Это касается и отношений. Личный. Не всегда начало разговора поощряет другой человек для участия, создавая более сбалансированная и уважительная динамика. Короче говоря, не всегда будьте инициатором. Разговор способствует общению. Уравновешен и здоров в отношениях. Динамический подход предполагает терпение, понимание. И сосредоточьтесь на усилиях и приверженности. Взаимный. Это не только обеспечивает равноправные отношения, но и способствует росту личностные и развитию коммуникативных навыков. Создание пространства, где оба человека они чувствуют себя одинаково ценными и мотивированными. Внести свой вклад. Стратегия 7. Не всегда будьте доступны. Стратегия 8. Сбалансируйте разговоры. Стратегия 9. Поддерживайте эмоциональное равновесие. Стратегия 10. Приготовьтесь уйти. Маркус Аурелия помнит, что счастье в жизнь зависит от качества мыслей. Также применимо к эмоциональной привязанности. Развитие сбалансированного мышления позволит вам эффективно управлять вложениями, избегая подавляющие суждения или благополучие. Сенека предупреждает об опасности инвестирования. Слишком сильно погружен в эмоциональную привязанность, ожидая проблемы, которые могут причинить страдания. Ненужный. Рациональная перспектива помогает поддерживать здоровый эмоциональный баланс. Эпические качели учат, что нет. Человек свободен, если он не хозяин себе. В сфере эмоциональной привязанности, требуя контролировать эмоции и не позволять им доминировать над решениями или жизнью. Философия Джима Рона подчеркивает, что поиск любовь должна быть не внешней, а внутренней. Это предполагает понимание эмоциональных барьеров и работать над здоровой любовью к себе, независимо от внешней проверки. Столкновение со страхом необходимо для преодоления неуверенность и избегание чрезмерной привязанности. Эмоциональный.
Джим Рон также отмечает, что больше не будет легко, если не лучше. Вместо того, чтобы желать эмоциональных ситуаций менее сложным, сосредоточьтесь на развитии. Как лучше с ними справляться, развивая интеллект, эмоциональность и устойчивость. Брайан Трейси отмечает, что величайший дар, который ты можешь дать другим, это любовь и безоговорочное принятие. Практика этого на себе снижает риск вредных эмоциональных зависимостей. Связи. Не будьте слишком эмоционально привязаны. Предполагает поддержание эмоционального равновесия, рациональный взгляд и мастер самоконтроля. Стратер ситуации, которая это не уважает вашу ценность. Сенека резонирует с актом ухода, заявляя, что иногда жизнь — это подвиг. Особенно, когда отношения прекращаются. Эмоционально связывающий. Эпические мастера учат тому, что важно. Важно не то, что происходит, а то, как вы реагируете. Перед этим уход может изменить ситуацию и обеспечить рост и самопознание. Видение Джима Рона подчеркивает важность окружить себя людьми, которые ценят и возвышают. Дистанцируясь от влияний отрицательной. Брайан Трейси подчеркивает важность отсрочки. Немедленное удовлетворение в обмен на вознаграждение. Долгосрочный уход может означать признание боли. Немедленный как необходимый шаг на пути к более полное будущее. Короче говоря, будьте готовы уйти. Предполагает понимание и подтверждение его ценности, обладание. Смелость выходить из неуважительных ситуаций и согласовываться с личностным ростом. Самоуважение. Стратегия 10. Приготовьтесь уйти. Сохраняйте эмоциональное равновесие, концентрируйтесь в личностном росте и уважении к себя, доверяя своей интуиции и принимая решения, связанные с благополучием. Долгосрочный успех. Оспаривание этих принципов может привести к большая личная сила, любовь к себе и более удовлетворяющий жизненный путь. В заключение путешествие по жизни проходит узнать, кто вы и какое у вас отношение с окружающим миром. Руководствуясь этими принципами, вы сделаете шаг навстречу. Сбалансированная и полноценная жизнь. Помните о своей внутренней силе, чтобы противостоять задаче, принимать трудные решения и давать. Формируйте жизнь, которая соответствует вашим ценностям. Глубже. Путь твой исключительно твой, освященный мудростью тех, кто ходил раньше, чем мы. Продолжайте исследовать, учиться и расти. Спасибо и до скорой встречи!